Каждый художник хочет прогрессировать. Любой вид искусства уже давно в сети в том или ином виде. От дизайна небоскребов до проектирования маленьких игрушек. Динозавры без сети еще встречаются. Но мы говорим не об уровне таланта. Сегодня мы обсудим с вами вещь, которая увеличивает продуктивность, позволяет расширять возможности и, разумеется, дает большую волю фантазии, чем обычный лист бумаги. Графический планшет — это не инструмент для того, чтобы в него играть. Это кисть, холст и краски. Все в одном. А то я со своими гаджетами совсем забыл о высоком и прекрасном. Распознает 8000 степеней давления стилуса, имеет программу для программирования кнопок и колесика. Разрешение Full HD, матрица IPS. Интересная приблуда. Tube 727, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о графическом планшете Artisul D13S. Для начала пока это дело распаковываю. В данном сегменте рынка 5 основных китайских брендов. Artisul вышел на рынок в числе последних. От этого у него немного ниже цены, не особо много моделей, но отзывов уже более чем достаточно. И сходу, если вы купите ноутбук Transformer с сенсорным экраном, рисовать будет проще и быстрее. С другой стороны, если купите iPad и вы в начальном уровне своего творческого развития, функции iPad вам хватит с головой. Но помните, что у всего есть предел. На iOS-системах в их планшетах у Photoshop функционал довольно урезанный. А теперь к графическому планшету, который мы обозреваем. Комплект вы уже разглядели. Внутри прилично защищенной упаковки, стилус, неподзаряжаемый, чехол для стилуса, сменные наконечники для него, перчатка для рисования, тряпочка для протирки микрофибра, комплект кабелей, инструкция и блок питания. Кто не знает, как эти штуки работают, спешу разочаровать. Без ноутбука или компьютера данное чудо работать не будет. И лично мое наблюдение с девайсом, который не поддерживает разрешение 1920 на 1080, вам придется слегка помучиться, хотя в инструкции к гаджету есть четкая инструкция под каждую из типов видеокарт со скриншотами, как что настраивать. Чтобы подключить планшет, вам нужно сделать несколько довольно важных действий. Первое — подключить два кабеля. Один microUSB с пластиковым фиксатором и мини-HDMI к собственно планшету. Далее подключаем вторые концы к ноутбуку или компьютеру. Один кабель HDMI, один типа USB-A и один к блоку питания, который идет в комплекте. Можно подключить оба кабеля USB-A к входам компьютера, если эти входы поддерживают USB 3.0. После всего этого скачивайте драйвера с официального сайта на свой компьютер, при этом планшет должен быть уже подключен. Скачали. Даже если все определилось и ручка работает, вы проверяете фирменную программу для того, чтобы все настроить. А настраивать в этом девайсе можно много чего. Если в меню программы не появилось, как у меня, просто пройдите по пути, указанному в инструкции, тем более делать это нужно только один раз. Запустили программу, настроили все кнопки, запрограммировали вращающееся колесико. Если нужно, перекинули все для левши, чтобы кнопки стали справа. Проверили силу нажатия ручки и откалибровали ее. Вот это сделать прям супер обязательно, чтобы вам было комфортно рисовать. Вот теперь можно рассматривать комплект. Стержни у ручек, как вы понимаете, довольно бодро стираются. И хорошо, что вам их прислали с хорошим запасом. Ручка с двумя кнопками. Плохо, что для стилуса нет отдельного крепления. Также печально, что у кнопок нет подсветки. Весит сам планшет 1 кг 100 граммов. Полный физический размер 387 мм на 250 мм. Диагональ экрана по мне самая минимальная для удобства использования. 13,3 дюйма. Экран покрыт защитной пленкой. Под пленкой он, кстати, матовый. Пленку необходимо менять при интенсивном использовании как минимум раз в 3 месяца. Иначе будет печаль. Full HD IPS матрица, сенсорная возможность распознавания 8192 уровней нажатий вашей ручки. Она выдает 16,7 миллионов цветов. Цветовой охват 75% ADAP RGB. 178 градусов угол обзора, что стандартно в принципе для IPS матриц. Не идеально, но более чем достаточно. Как вы поняли, очень удобно, что нет нужды заряжать ручку, в отличие от многих других моделей. Работает планшет как с Windows, так и с macOS. Поддерживает 6 основных программ. Разрешение устройства для рисования 5080 LPI. Это плотность датчиков активной области графического планшета. Материал исполнения матовый пластик. Прорезинено все. Подставка с 6 возможными уклонами. Также удобно и качественно. Ход кнопок мягкий, кнопки прорезинены. Ручка очень легкая. Нет поддержки функции наклона и вращения. И я понимаю, что за эту цену данной радости ждать глупо, но хотелось бы ее. Задержка экрана с моим ноутбуком вообще не ощущается никакая. То есть если
она есть, она по факту номинальная. Текстура под пленкой по всем отзывам супер, но я ее вскрывать не буду. Итого, планшет без подсветки, размер экрана на грани, довольно сложное подключение для первого раза и нет поддержки наклона пера. Остальное же просто создало вау-эффект. Я покупал это дело в подарок. Из всех предложений на рынке это оказалось самое выгодное по сумме характеристик. Главное помните, если ваш компьютер слабо тянет Photoshop, подобная штуковина вас будет радовать не особо много. Хотя я уверен, что есть и те, кому даже в Paint использовать данный гаджет будет очень приятно и удобно. Цена по ссылке в описании к видео чуть больше $200. Сейчас сейл, если использовать промокоды, которые вы можете посмотреть в моей группе в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, возможно купите еще выгоднее, но не факт. Резюмирую, советую на все 100. Если вы такую штуку не использовали, но душе вы художник, вам однозначно она зайдет. Яркость регулируется и ее хватает. Цвета насыщенные, альтернатив на рынке, к сожалению, мало. А посмотреть и потестить можно в любом большом магазине. Графических планшетов в сетевых гипермаркетах уже море. Пишем в комментариях, была ли данная тема вам интересна. Помним, что на канале больше 700 роликов, и о многих вещах вы даже не подозревали. Посмотрите, что там есть, начиная от телевизора и заканчивая ручкой. Подписывайтесь с лайком, спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, польза на это даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.